Еще раз здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Духе, и при этом, если рассмотреть сравнение, например, с другими разделами учения, то структура моего учения о Духе прежде всего рассматривает одновременное действие это Духа Создателя, единого Бога, а также Духа человека, то есть уровень их, прежде всего, объединенного действия, потому что в понятии Духа, во-первых, вот такого как бы четкого разделения на уровне сознания мгновенно провести нельзя, и поэтому первый уровень учения моего о Духе прежде всего подразумевает именно рассмотрение процессов совместного действия Духа Создателя и Духа человека. При этом Дух Создателя – это также и Дух физического тела единого Бога. А в данном случае, когда я говорю о физическом теле единого Бога и рассматриваю его Дух, то здесь процессы, которые у человека выражены в виде, например, процессов слуха, зрения, обоняния, осязания и так далее, все эти чувственного во многом уровне процессы, они объединены в понятие физического тела единого Бога, который думает, например, своей душой. Вот если мы начинаем рассматривать процесс мышления и хотим, например, также воспринять какое-то ощущение, как если бы мы были в том месте, где это находится. На расстоянии 100 километров потрогать лед пальцами правой руки, вот такая задача. То более близкая к Богу задача, как вот его физическое тело в данном случае реагирует, он начинает думать своей душой, и получается, что для него разница в осязании здесь и там не существует. Поэтому он может быть и здесь, и там, и это, кстати, очень сильный механизм, как практически, как телепортации, передачи органа, который, как-то уничтожен, в любое место. Вот эта технология конкретная. То есть, получается, как только мы рассматриваем действие Духа, мы получаем технологию. И здесь физическое тело единого Бога выступает в качестве канона, и того канона, где душа – это есть область мышления физического тела единого Бога. И более того, его душа находится в этой области, и при этом одновременно эта область создается. Поэтому, когда мы хотим понять, например, чем процесс мышления отличается от того, что если мы говорим, мы продумываем или мы думаем, а слово «думать», предположим, «ду», «ду» – это слово, которое означает также первые две буквы от слова «душа», у человека. И когда мы начинаем анализировать связь слов, мыслей и действий, то получается, что область духа Бога и человека находится в физическом теле, воплощенном в качестве действия души. Вот есть в жизни такое пространство, где действие души – это есть физическое тело. И когда мы подходим к этому действию, то мы получаем, что весь окружающий мир становится одухотворенным потому, что наше, например, физическое тело присутствует в этом месте. И когда мы начинаем, например, распространять свое влияние в область какого-то конкретного управления, то есть нам нужно осуществить, например, излечение или управление событием, то получается, что действие физического тела единого Бога и действие духа человека – это одно и то же в данном месте. Обратите внимание, что я область, например, физического тела единого Бога, и область духа человека, специально жестко не разделил. То есть, если вы сейчас прослушаете еще раз, этот участок, начальной лекции, то здесь таких явных понятий разделения я не ввел. Более того, я словами показал просто траекторию движения души, объединяющей дух Бога и дух человека. Фактически я показал это действием души, но при этом я сказал словами, то есть слово выражено в действии души. И когда мы, например, рассматриваем этот процесс, то мы видим, что одухотворенное слово, это слово, несущее, например, свет Божий, молитва или обращение к Богу для исцеления, для действий, внутренняя молитва, индивидуальная молитва.
Поэтому получается, что это неразрывная связь с Богом, где Бог дающий, Дух Бога дающего объединен, например, там, с Духом человека просящего, а значит действующего в сторону Бога. Он же Бога просит, если он, например, к Богу обращается. То получается, что физическое тело единого Бога, вот здесь обратно обратите внимание, здесь я использую где-то волновой принцип, что ли, передачи информации, приближение к физическому телу единого Бога на уровне духа приводит к одухотворению, где предметом, одухотворения или конечным промежуточным уровнем действия является какой-то объект информации. Например, там человек для Бога, для человека это то, что делает сам человек, да? Что он делает руками или там, предположим, над чем-то размышляет. Вот здесь я начинаю только вводить первые разделения. Отличие человека от Бога в данном случае на уровне духовного познания и в моем учении о Духе в том, что, например, я говорю, вот, давайте рассмотрим учение Григория Гробового о Духе. То здесь, если я говорю, давайте рассмотрим учение Григория Гробового о, например, душе, то я словами как бы, да, разделяю понятие дух и душа, говоря о том, что, например, я взял там, те понятия, которые существуют, да, выявил их там, в оптическом диапазоне и сказал, что вот оптика, например, души, она такая-то, а дух, она, например, там, имеет те-то, например, характеристики там, большей подвижности, или душа более стационарна и светится, например, там, ярко там, синим цветом, когда вы смотрите на бесконечность, там, а дух, если духом смотреть на бесконечность, он светится розовым цветом. То есть это совершенно очевидные, причем универсальные для всех характеристики. И когда я хочу разделить дух Бога и дух человека, то прежде всего я должен сделать разделение по отношению к чему я могу разделить. И вот я сделал первое разделение, это разделение в действии, где продуктом деятельности человека является его интеллектуальный или физический труд, или любой другой, да, но человек. А продуктом деятельности Бога может являться человек. И когда вы рассматриваете вот это понятие «может», да, то есть это, оно может являться и дерево, там, растение и так далее, да, то мы впервые приходим, например, там, к субмолекулярному уровню. Вот понятие «может» — это некий хаотичный спектр молекулярного там, движения газа, да, или более широкие аспекты, там, если взять Вселенную, то законы видимые и известны там, оптическим уровнем, но более далекие законы, если мы рассмотрим там, на расстоянии сопоставимым, например, с расстоянием между звездами, там, как бы в оптическом диапазоне, то там движения могут быть похожи на броуновские, то есть совершенно хаотичные часто движения. И когда вы рассмотрите, что макротела по своим движениям совпадают там, с микротелами, в плане восприятия, как бы макровосприятия, вы видите, что Бог создал систему, причем совершенно однозначную, в условиях, казалось бы, совершенно хаотичных процессов. Эта система каким-то образом, да, с точки зрения там, логического восприятия, находится в равновесии. Это я говорю не физическим языком, а с точки зрения восприятия человека, она равновесна. Есть пространство, есть какие-то движения материи, которые мы воспринимаем как устойчивые. То получается, что сила тяжести, например, да, формирующая движение человека на Земле, это есть точка объединения духа человека и Бога, но вне материального уровня Земли. То есть объединенный дух, предположим, там, стратосферу, если взять, на расстоянии там, 500 километров, это больше, чем стратосфера, взять точку и рассмотреть оттуда, то мы видим, что сила тяжести формируется в этом месте объединенный дух человека и Бога. И когда вы это рассматриваете, предположим, рассмотрим там какие-то процессы, такие как там кольца различных планет, да, окружающих, в общем-то, отдаленные уровни Солнечной системы, то, там взять кольцо Сатурна, например, или рассмотреть какие-то, элементы планетарного типа возле, например, Юпитера, то здесь получается, что на каких-то планетах мы наблюдаем, что есть визуализация внешнего контура в материальном плане. И если мы, например, хотим понять, как это можно использовать, знания, ведь пока я только в большей степени наблюдаю, да, за реальностью.
Но управление заключается в том, что использование этого заключается в том, что когда вы хотите вылечить человека, то достаточно всего лишь рассмотреть, а где дух Бога возле тела человека, да, значит, ну, скажем так, не соприкасается в должной мере с человеком, где он не объединен с ним, да. Это причем я говорю не об ауре и не об каких-то там энергетических полях, речь идет о конкретно выраженной оптике духа, то, что строит человек. И здесь по подобию там Коля Сатурну, то есть если сделать управление такого типа, что чтобы с Сатурна там не слетел какой-то кусок материи в сторону Земли, достаточно мысленно воздействовать на его кольцо, внешнее кольцо. И тогда Сатурн точно будет безопасен для, например, там, Земли. Таким образом, находится вот эта вот связь во взаимодействии том, где дух превращается в физическую материю. Именно превращается в физическую материю. Вот мой раздел и моя структура учения о духе, она следующая уже потому, что элемент превращения, он достаточно быстрый и, в общем-то, часто бывает так, что мгновенные процессы мы видим как жесткоматериальные. Если мы рассмотрим, предложим там стол, то стол это тоже мгновенный для Бога процесс. То есть Бог в каждый момент все создает фактически заново. И поэтому получается, что для него-то это процесс мгновенный, а мы видим как стационарный. То есть получается, стоит только выйти в уровень организации Бога, ну, например, смотреть с физическим телом, да, своими глазами, то мы получаем жесткоматериальный процесс. Следовательно, когда мы хотим сказать, а как же тогда создать свое собственное тело, да, на духовной основе, то здесь, оказывается, существует обратный принцип. Достаточно посмотреть с области, где дух Бога и дух человека объединены. Тогда создается обратная структура, то есть физическое тело человека. Следовательно, первым элементом создания физического тела человека в области духа является область объединения духа Бога и духа человека. При этом я имею в виду Бога единого, имеющего единое физическое тело. Потому что мы можем рассмотреть вопрос как Бог-создатель, да, всего сущего, но рассмотреть как значит, уровень восприятия через сознание. Тогда мы получаем, что значит, сознание человека может обобщать. То есть человек воспринимает на духовной основе много элементов, в духе все элементы могут быть едины. Если сознание вы воспринимаете, ну, например, каждый элемент как частный, то получается, что на духовном уровне вы можете все элементы воспринять одним духовным посылом как бы с внешнего мира. И действительно, духовное состояние примерно равнозначно по отношению ко всем объектам реальности в момент спокойствия, правда. Но когда вы начинаете реагировать на что-то, дух ну, начинает как бы иметь какие-то колебания, движения, выходит на эмоциональный уровень, да, и здесь вы начинаете чувствовать тело впервые. То есть если вы в покое находитесь, то тело как бы не взаимодействует на плотную, значит, именно на плотную как бы область восприятия. И вы начинаете чувствовать тело, когда дух как бы просвечивает тело изнутри, но вашей уже души. То есть тело начинает в этот момент создаваться туда, где вы смотрите. Следовательно, физическое тело – это есть действие души в область развития. То есть как бы проекция, да, души через духовную систему познания и стремления во внешний мир. И тогда вы очень четко знаете, как оно устроено. То есть каждый орган начинает быть органом как автономным, так и органом, исходящим с одной точки. То есть все узловые системы завязываются на душе, на вечной структуре. И в данном случае я вам показал механизм создания физического тела человека через действие духа по развитию этого мира. Ну, то есть по подобию так же, как действует Бог единый, Создатель. И когда я это стал говорить, я начал с того, что я рассмотрел процесс все-таки, как человек воспринимает Бога. Что он может его воспринимать как Создателя, но не обязательно только в едином, да, физическом теле. И в связи с этим мы получаем следующее, что Дух позволяет, ну, как бы, экстраполировать восприятие, то есть придавать Богу разные значения, как в едином физическом теле, так и
Бог вездесущий, но не обязательно человек видит его там в качестве конкретного человека. Но чтобы человек увидел Бога в качестве конкретного человека, он должен, наоборот, собраться и увидеть Бога глазами самого Бога. Для этого он может рассмотреть, ну, скажем, такой элемент, как глаза Бога. Да? Что для человека физические глаза Бога? Ну, во-первых, это то же самое, потому что физическое тело Бога, оно идентично просто к обычному физическому телу человека. Ну, просто оно может в этом плане идеологически более совершенно, в плане как бы более человечного, да, сам Создатель должен иметь максимальный уровень, ну, как бы некий эталонный уровень. И поэтому получается, что вот понятие эталонности – это то, что вы смотрите, воспринимаете, в том числе и глазами, физическим телом, но хотите, чтобы этому были приданы оптимальные свойства. Я опять сейчас перехожу на усложненную систему, потому что я сейчас опять ну, как бы больше передаю знания через систему сопоставительную. То есть, предположим, свет слова дает следующие знания. Да? И когда вы видите, например, ситуацию таким образом, что вот эта эталонная система, то есть система воззрения, система как бы мышления, система, которую вы воспринимаете как ну, то, что вы хотели бы сделать вот с предметом воззрения. Ну, вот посмотрели на там, сад, вам нужно там полить цветы, да, вы считаете, то вы восприняли это как зрением, так и действие из души. Вы же сначала посмотрели глазами. И вот соединение действия зрения и души, зрения и духа, или и души, и духа, рождает деятельность человека, обусловленную тем, что Бог именно так назначает эту деятельность для его же развития. И чтобы человек, например, не ошибся, ну там, не заболел, там, например, да, и реализовал свое управление, свою цель, то Бог ему дает конструкцию видения себя и глазами уже человека. И я уже привожу к тому, что глаза человека, который видит физическое тело единого Бога, они построены на духовной основе. То есть духом вы можете увидеть физическое тело единого Бога. И получается, что здесь, когда вы смотрите духом, то ваши глаза видят на любом расстоянии, так же, как если вы смотрели бы физическим зрением. Вот сейчас я рассказал о мощнейшем принципе управляемого ясновидения, управляющего ясновидения, управляемого вами, то есть вы управляете своей системой оптики, то есть да, восприятия, и это оно же и управляемое, это ясновидение. Поэтому получается, что когда вы, например, действуете на духовной основе, но через тканевую систему, вы делаете практически так же, как делает физическое тело единого Бога. Вы одновременно и организовываете физическое тело, и в тот же момент духом управляете на расстоянии бесконечных систем. Для духа нет понятия там, распространения часто, нет понятия как бы даже развития. Дух в одной точке – это уже бесконечная система. Если вы своим зрением, мысленным зрением смотрите на свой дух, вы сразу видите бесконечность. Следовательно, вечная жизнь, вот с точки зрения моего учения о духе, это рассмотреть свой дух в первую очередь, да, элементарное действие. Просто посмотрите на свой дух, и вы увидите механизм вечности. И когда вы, например, смотрите на свой дух перед собой, то есть вот перед вами, ну, например, я взял там, посмотрел, да, в эту область духа, то я вижу, что на уровне духовного управления идет очень мощный контакт там, с внешними системами, любыми объективными, да, то есть они становятся более подвижны, более там как бы управляемые, но кроме человека. Человек на духе всегда остается одним и тем же. И когда мы хотим увидеть, ну, там, линию духа, да, человек, насколько он там развит, расположен к вам, вот система, кстати, духовной диагностики очень простая, светящийся прямой луч, это, ну, там, позитивное и хорошее понимание. Если луч, как вы воспринимаете как сканирующий, это человек, значит, хочет понять, да, значит, чтобы он понял, просто на все фиксируете его и говорите, в принципе, то же самое. То есть, когда вы владеете техникой духовного управления, говорить можно, ну, там, скажем так, не очень много, но эффект будет сопоставимый, потому что вы очень быстро работаете техникой именно взаимодействия на духовной основе. И это вот, кстати, колоссальный уровень передачи знаний, вот по моему учению,
достаточно только вот эти вот духовные линии, они совершенно, кстати, ровные и практически в пространстве не двигаются. Это как бы связь между, как сейчас связь одного человека и другого. И когда вы, ну, в этом как бы в большом мире не хотите потеряться, где бы вы ни находились, в какой-то, да, там, галактике, в перспективе развития человечества, то достаточно просто включить как вот этот духовный фонарь, и сразу будет виден сразу очень близко человек, который может находиться на любом далеком расстоянии. То есть дух позволяет приблизить человека так же в реальности, как Бог здесь. Поэтому получается, что образ человека для духовного зрения – это есть Бог, который здесь. То есть ведомый Богом, да, дух, как правило, он является уровнем, который ведет лично Бог. И когда вы начинаете рассматривать такое понятие, как душа, то душа – это макросистема с точки зрения духовного уровня, которая изначально существует, в то время как дух все-таки это производная система от души. И получается, что дух и душа – это то объединяющее в плане, например, физическое тело человека и физическое тело Бога, дух, предположим, Бога, дух человека, душа Бога и душа человека, это, если здесь мы рассмотрим процесс более подробно, то здесь получается, что, ну, как бы, если взять два экрана светоотражающих между ними, там, например, да, развивается свет, и он постепенно как бы отражается от одного уровня, например, к другому, но в какой-то момент свет, в принципе, должен там погаснуть, да, то это по физическим законам. А вот дух, он не гаснет. Это свет, который не гаснет. И можно рассматривать дух как производную, то есть Бог создал для контакта с человеком, при этом этот контакт, он таков, что получается, что Бог создал дух как внешнюю реальность. Ну, например, есть Святой Дух. Значит, и одновременно он, этот, например, там, Святой Дух или там, Дух человека, то есть как бы одновременно внешний по отношению к человеку объект является его сугубо внутренним и индивидуальным. Здесь очень интересны вот эти вот характеристики духа и даже оптики духа. То есть он воспринимается как часто независимый совершенно от человека сегмент, как бы внешний уровень. Если душа как бы плотно находится, да, внутри физического тела и в принципе является, ну, как бы неким, скажем так, жестким уровнем физического тела, то дух это больше даже как воздух по отношению к физическому телу в действии человека по отношению к Богу. И поэтому, когда мы говорим, что человек одухотворен, значит близок к Богу. Воздух этот создал же Бог, да, дух создал Бог в том числе. Но отраженный от человека дух, это есть его личный дух. То есть вот я хочу здесь как раз найти, ну, совместно с вами, когда вы смотрите, да, сейчас и слышите, что дух, который соприкоснулся с человеком, он ищет к нему вход, то есть есть духовное знание. Если человек это духовное знание к себе пропускает, то он получает ту любовь, которая есть знание о любви Бога. Значит, а то, что Бог любит все. Но когда Он дает любовь конкретно вашу и конкретно вам, то это есть ваш путь. То есть, когда вы смотрите, что Дух Бога ищет вход в вас, то это есть первый уровень вечной жизни, такой же, как у Бога. То есть, здесь разница принципиальная. Есть, например, можно ставить вопрос, что человек очень там, технологически там, научился там, себя восстанавливать, да, полностью за счет сознания как бы управляет реальностью, но пока человек не будет здесь идентичен в плане вот, абсолютно, причем идентичности так же, как Бог, то есть созданный в Духе Божьем, то он все равно не будет, например, гарантированно уверен в том, что, ну, хорошо, он там может прожить, например, да, миллиард лет, там больше, но, например, миллиард лет плюс секунда, вот что будет, да, дальше? И чтобы ответить на этот вопрос, что дальше он тоже будет жить, чтобы гарантировать, что человек вечный, и это действительно так, потому что мы знаем все системы, да, мира, и мы знаем, как это делает Бог, тогда здесь существует только плотный контакт с Богом, где Бог допущен не только в душу как бы, человека через его
дух и физическое тело, но и человек понимает, как создать и воссоздать свой дух. И когда вы рассматриваете так, я принял такую фразу, как «допущен», а потому что Бог, Он дает полную свободу. Человек имеет право его допустить через, например, дух, да, может через физическое тело, через там душу, и вот чтобы человек не болел, ему нужно просто допустить Бога через все системы. И когда, например, Бог допущен по воле человека, то человек становится неотличим в действии от действия Бога. И вот это вот неотличие в действии приводит к тому, что и физическое тело человека становится идентичным к физическому телу единого Бога в плане вечного развития в действии. Я все время употребляю такое слово, как в действии, потому что действие человека может быть целевым. В тот момент, как различие Бога, что Бог действует всегда одновременно во всем. И чтобы человек, например, был приближен к этому уровню божественному, то вот я как раз и ставлю всегда задачу спасения всех, там, профилактика, ну, значит, в первую очередь, да, там, например, глобальная возможная катастрофа. Когда вы это действуете на как бы уровне духовном, проводите это действие, то это действие оказывает все-таки уже всеобъемлющий такой как бы уровень управления, потому что дух находится в достаточно близком уровне познания, то есть знания духа, они логические, да, вот если посмотреть, например, как думает там, ну, там, правая нога человека, человек шагает вперед, вот можно ли поставить вопрос, а почему она шагнула именно сюда, именно правая нога, исходя из уровня того, что каждый элемент обладает собственной фазой реализации в мире, то здесь получается, что правая нога думает на уровне духа человека, причем на таком уровне, где дух соприкасается с духом, ну, например, там, земли, почвы, да, или там, если это тропинка, почвы, там, или асфальт и так далее, если это асфальт. То есть, ведь в древние времена были достаточно много использованы там сюжеты о сказаниях, там, взаимодействии с духами, контактных систем взаимодействия. Почему, например, духовный уровень, казалось бы, да, дух — это не материальная система, тем не менее контакты с непонятной средой всегда говорят, что это там духи. То есть общепринято в коллективном сознании, что дух — это более правильная контактная система, ну как бы с непонятными величинами, там где есть стыковка разных систем знаний. То получается, что дух находится как бы на острие некого постоянно, потенциально очень мощного знания. И вот этот вот уровень знания — это есть то, где Бог очень детально и подробно учит человека. То есть он изначально там при рождении человека учит, как ему, например, там, развить собственную клетку после там, первого уровня зачатия, как ему там, сделать там, первый вздох после сразу там, рождения и так далее. И когда вы проследите этот момент, то духовное обучение, то есть как Бог научил конкретного человека первым уровнем действий, да, то принцип свободы и воли заключается в том, что еще во внутриутробном развитии, пока находится человек, он имеет право по-разному, например, ну, как бы получать питание, то есть регулировать процесс самостоятельно. Он уже свободен изначально все равно, хотя, казалось бы, он находится еще во внутриутробном уровне. Более того, он имеет возможность даже регулировать свою деятельность и как бы направлять там движение мамы, как-то регулировать как бы уровень внешнего мира и так далее. И при этом и с точки зрения равенства, да, всех объектов информации, с этого постулата получается, что человек с момента зачатия имеет столько же свобод, хотя он находится во внутриутробном мире, да, виде, значит, в виде с точки зрения внешнего наблюдения. То есть сам он обычный человек, но вот вид его такой. И получается, что здесь, значит, должны существовать механизмы, которые бы приводили к тому, что физически очень развитый там, человек, очень умный или
там какой-то обладающий большими познаниями, или ребенок, или только что там зачавший человек, да, они должны иметь одинаковые выходы на управление внешней реальностью. Так вот эти вот выходы, они базируются в построении как бы следующей реальности, в первую очередь, своей клеточной системы, своего уровня, ну, как бы ближайшего, скажем так, к себе, да, к себе, значит, на уровне о том, что вот кто тогда мы, да, кто я, например, если задать вопрос человеку, то понятие к себе это в данном случае, в моем учении о духе, выглядит как к максимальной концентрации духа например, там, в личность человека, да, в том числе в физическом теле. Потому что человек может найти себя не только там в физическом теле, ну там в своем творчестве, в своем труде. Получается, что когда человек находится во внутриутробном развитии, то задача выживания, задача развития его будущих событий, это и есть его там творчество, его вклад. Получается, что максимальная свобода это в личной реализации. То есть человек может сидеть или в пещере реализовываться, или там, да, в любом другом виде, в обществе. И получается, что здесь же свободу он реально ощущает от своих духовных проявлений, что он воспринимает в качестве духовного знания. Так вот, если пойти дальше, то до рождения человек тоже имеет эту свободу, до зачатия. Дух – это же безграничная величина. Если она имеет бесконечный доступ в систему, получается, практически любую, да, ребенок во внутриутробном развитии, он часто более свободен, чем уже, когда начинает ходить, его начинает там кто-то ограничивать. Потому что это его естественная среда, и это ему нравится. И получается, что вот более ранняя среда, бесконечное свойство духа, показывает, что на духе есть единый источник, где человек вообще практически, ну, на своем, ну, как бы на коллективном восприятии не разрывен с Богом, а себя он видит как индивидуальную величину, как бы, ну, уже в районе, в области души Бога, там, где рождается Дух Бога. И вот здесь вот возникает такое мощное свечение, и вы можете видеть физическое тело единого Бога своими глазами. Стоит только вам войти вот в эту точку. Как только вы увидели физическое тело единого Бога, вы сразу понимаете, как развить свой дух по велению, да, Божьему, по его целям, задачам. Он не то, что там велит это сделать что-то там обязательно или как-то реализовать что-то в рамках жесткой программы. Задача достаточно проста. Все должны иметь, ну, там, равное максимальное развитие, свободное и так далее, да, не быть уничтоженными. Поэтому здесь принцип как бы задачи стыкуется с тем, где дух, например, да, человека берет вообще себе задачи, то есть где он ставит задачи и как он их реализует. Например, там задача спасения там всеобщего. Понятно, что это нужно человеку, ну, как логический постулат, да? А если исходить из того, что вот если это не логический постулат, где находится это знание, которое, ну, формируется как знание миссии? То есть человек же изначально к этому готов и идет, и поэтому получается эти знания, вот именно миссии, то, что известно как бы до логических знаний, да? Миссия – это духовная тоже среда и духовная система. И поэтому получается, что эти знания – это есть дух, изначально соприкоснувшийся с Богом, но в тот момент, когда человек его к Богу послал, и когда вы эти знания с этой точки реальности имеете, вы видите всю реальность именно так, как она организована по сути духовной организации. То есть вот эти все там звезды, галактики и так далее. И часто эта ситуация, она такова, что вы понимаете, что, ну, совершенно, да, все управляемо, тогда человек становится, ну, как бы в этот момент одиноким. То есть он понимает, что, ну, как здесь получается эффект как бы одиночества духа. Дух всеуправляющий и всеобъемлющий, он в данном случае превращается в физическое тело человека, которое управляет уже всей реальностью. Вот элемент превращения наступает тогда, когда вы ну, четко увидели, как бы, что система, она не просто как бы податлива управления, да, там повлияет на какую-то звезду, на растение, все это четко
проявляется, а именно тогда, когда вы впервые увидели, что действие духа, оно безгранично исходит от вашего физического тела. То есть превращение, то есть переход духа в физическое тело, это есть ваше постижение управляемости внешней реальности. То есть дух может переходить в физическое тело, получается. Я, кстати, показал совершенно конкретный путь перехода. И когда вы это понимаете, вы понимаете, как устроено физическое тело единого Бога. Тогда вы можете понимать, как физическое тело единого Бога, как глаза, физические глаза единого Бога видят людей. И понимаете, что, во-первых, это совершенно неразличимо с вашим восприятием, то есть вы также абсолютно видите. Следовательно, знания любые, да, так же как оптические, можно передавать за счет оптики, зрения, например, духовного зрения. Дух может воспринять сразу же и увидеть сразу истину. Следовательно, духовная передача может быть мгновенной и при этом абсолютно доступна для всех, независимо от языков, от системы образования и так далее. Дух, он на любом уровне, где он объединен с Духом Бога, он един для всех. То есть вот различия в духовном познании у людей уже нет, ибо духовное познание, истинно духовное, приближенное к Богу, оно всегда не разрушает, оно всегда направлено на благие цели. Вот эти позиции, они совершенно четко не разделяют по социальной, национальной среде и так далее. И отсюда следует, что физическое тело единого Бога, которое пришло в физический мир человека для того, чтобы спасти человечество, оно прежде всего должно быть очень понимаемым, то есть не отличаться от человека в духовном плане, а человек же имеет разные системы восприятия, разные духовные уровни, да? Получается, чтобы действовать так же, как действует физическое тело единого Бога, нужно уметь в рамках разносистемных, уровней разных людей на духовном уровне быть объединенным в плане все-таки того, чтобы люди умели объединяться и действовать совместно, независимо от частных интересов, по крайней мере, совместно в том, чтобы не было глобального уничтожения цивилизации, мира. И получается, что чтобы этот эффект был совершенно ясен, однозначен, и при этом вы смогли бы выделить это технологически, то есть, например, человек, живущий в совершенно другой социальной среде, имеющий совершенно другие принципы в плане бытовых вопросов, да, и человек, который, например, хочет, чтобы тот, о котором я сказал, как о первом, смог бы также эффективно спасать цивилизацию, как он, например, другой научился. Что для этого надо тогда? То по аналогии с физическим телом единого Бога нужно просто прийти к этому человеку и суметь взаимодействовать, да, на уровне разносистемных, социальных каких-то параметров. Так здесь получается, что взаимодействие на духовной основе – это часто вообще может быть единственный путь взаимодействия как таковой, то есть духовная объединенность, потому что если языки разные, то получается, что проще общаться духовно, нежели языками. И это общение более полное часто бывает, нежели языковая среда. И тогда получается, что существуют совершенно четкие элементы, совершенно однозначные, то есть хотя дух – это система восприятия бесконечная и часто подвижная, не имеющая какого-то локального месторасположения в элементах восприятия в действии, в конкретном, например, макроспасении, хотя в макроспасении в большей степени дух имеет очень устойчивое положение, то здесь получается, что есть абсолютно жесткие элементы, которые позволяют четко передавать знания независимо от языковой среды, независимо от социальной среды. И эти элементы расположены в качестве просто элементов физического тела человека. Так вот, чтобы, например, передать знания мгновенно на, например, бесконечном расстоянии, да, вы не знаете, где находится человек, достаточно просто усилий воли, мысленно засветить на духовной именно основе правую руку, то есть передать знания со всей правой руки, причем включая предплечье, локоть, да, до плеча. И когда вы переходите дальше, первый элемент, второй сразу же практически мгновенный, включая плечо, то есть вся правая рука
которая передает духовные знания. Вот просто сделайте практический элемент. Засветите правую руку и из правой руки передайте в левую те знания, которые вы хотите. То есть при этом не надо что-то думать, представлять, достаточно просто считать, что вот свечение правой руки – это есть передача там, в левую руку знаний, которые вы хотите передать. Ну, предположим, у вас есть индивидуальная система управления, я вам в том числе передаю и индивидуальные, как бы даже не словами, да, и вы можете друг другу передать какие-то знания. Вот передать проще всего, объединишь, ну, есть система даже рукопожатия, да, вот у людей. И получается, что рукопожатие это и есть духовный акт, хотя это, казалось бы, приемлемое такое бытовое действие, как бы на него не обращают часто внимания, как на духовное. Но руку же жмут при духовной расположенности, если не расположен, то руку не жмут. Опять, да, духовный аспект вмешивается как бы в социальный тип поведения. И получается, что передавать знания, я как сказал, можно в бесконечную систему. Если система, например, ну, как бы такова, что человек находится возле вас, и вы его видите, то достаточно, ну, как бы мысленно представить, что вы просто взяли, ну, там, как бы ладонями рук, то есть правая рука, как бы мысленно там, обнимает там, ладонь левой руки, и при этом знания у вас растут перед вами те, которые бы вы хотели, чтобы они там, например, спасли мир, чтобы они сгармонизировали события, ну, некий уровень, близкий к уровню, там, например, не нирваны, но в разговоре. Ну, есть такое понятие, как душевный разговор, да. И когда вы посмотрите, как душевный разговор обладает, например, свойством духовности, то вы видите, что это есть соприкосновение ваших рук. То есть вы ладонью правой руки прикасаетесь, например, да, у ладони левой руки. И при этом, ну, предложим, есть такой жест, когда там соприкасаются ладони, человек их поднимает к небу в плане там, обращения, например, к Богу, то он же это часто делает интуитивно, да? Но это есть духовное действие, и когда мы рассмотрим, правда, уже несколько форсированно, без, значит, ну, каких-то там деталей посмотрите внимательно сами, как сделать так, чтобы человек, ну, имел непосредственный контакт постоянный с Богом на духовной основе за счет того, что он может физически быть совершенно свободен, то есть он может как бы двигаться по-разному. Так вот здесь узловым моментом является то, что физическое тело единого Бога, которое свободно совершенно, и при этом ну, нет каких-то параметров его ограничивающих, в принципе, даже не пространства и времени. Это тело находится же как бы внутри самого себя, то есть его тело и все внешние события, которые он создал, Бог, это все-таки замкнутая область с точки зрения логики человека. Так вот, сознание человека – это то, что воспринимает дух, с точки зрения духа сознания человека, это то, что воспринимает дух как замкнутую систему, то есть сознание как бы его искусственно вводит в замкнутую систему, и получается само же и сознание. То есть принцип первичное действие получает само из себя от своего действия практически. То есть Бог, который создал реальность, Он создал для других как бы в автономной системе себя, то есть Он создал всю абсолютно реальность. И при этом Он же как бы является индивидуальным для других, как общим, так и индивидуальным. И это, кстати, мощнейший механизм лечения, который может вывести там любой вирус из организма за счет просто этой точки зрения. Если так посмотреть, вирусы сразу видны и отделены от здоровой части человека. И это и есть норма. То есть норма внутри системы, внутри Бога, внутри человека. Она не находится там где-то извне. Вот на духовной основе это видно, что там любовь как нормирующий уровень стремления к Богу. Также, например, душа, развивающая сторону там любви, да, Бога. Ведь развитие души возможно только в сторону любви и Бога. А во всех других системах она больше структурируется, она практически не развивается. Изначально всегда она одна, как бы, да? Значит, дух, он как раз позволяет совместить развивающуюся душу, то есть движение к Богу, именно, например, в физическом теле человека, и задачи Бога, задачи человека, потому что, как я сказал, я сейчас говорю об области объединения уровня Духа Бога
единого, имеющей, вот причем единое физическое тело, и области, получается, человек. И когда вы здесь рассмотрите, вот, например, сегодняшний лекционный курс как курс, тот, что, ну, как в качестве семинарского тренинга вы имели действие, например, там, работу правой рукой, да, то вы посмотрите внимательнее к взаимодействию, например, своих органов, там, предположим, систем, и вы увидите, что все автономные, казалось бы, системы, которые у вас в организме, они вполне четко укладываются вот в эту, ну, практически систему моего учения о духе, где дух организовывает как бы конечные органы, то есть организовывает там движение крови, да, движение там, например, сердца, переводя их в бесконечную область плотного и как бы непрерывного контакта с Богом единым причем. То есть получается, что как бы, ну, оптически это выглядит так, что замыкание света внутрь себя на уровне духа приводит к тому, что идет свечение на уровень практически, в общем-то, макросистемы, и каждый орган, получается, видит Бога и взаимодействует с Богом. То есть как бы механизм передачи информации как от вашего как бы внутреннего уровня концентрации, то есть вы объединяетесь на духовной основе, дух, самодостаточная система, получается, он по образу физического тела Бога, по подобию физического тела Бога, начинает как бы замыкаться вовнутрь, тем самым создает и передает знания, да, о себе, о своей реальности, и практически во многом он воссоздает и управляет реальностью внешней за счет этого. Что вот это вот свечение, значит, духа методологически выражено в том, что он одновременно и объединяет, одновременно открывает, дает очень мощную систему управления. И при этом эта система управления такова, что вы можете таким образом управлять, ну, достаточно просто взять объект некий внешней информации, что вы хотите получить, там, излечить, сделать управление, перевести как бы внутрь физического тела, там, где находится именно дух, то есть не само физическое тело, а физическое тело, где находится дух. А дальше уже одновременно этот объект управления увидите вовне, там, где находится Бог. Тогда вы получите совершенно точное управление, которое, ну, фактически может быть настолько устойчивым, что это уже будет та реальность, которую не надо менять. То есть в мире все сложится так, что как будто бы так и должно быть изначально от Бога. Хотя вы, получается, в духовном контакте с Богом этого добились. Поэтому, когда вы добиваетесь на уровне контакта именно с Богом, то есть на фактически духовном, да, максимально духовном уровне, то часто события вам совершенно кажутся естественными, и что вы этого добились так, что, ну, как будто должно и быть так, и что мир такой изначально и был. На самом деле вы в этот момент изменили фактически всю информацию в мире, изменили все связи. Поэтому дух, управление духом – это наиболее естественная система управления для реализации человека, когда информация о, например, каких-то негативных, да, явлениях, она просто исчезает из структуры мира, и она потом там даже не фиксируется, то есть при следующей диагностике ее может там не существовать. Но это, кстати, мощнейший принцип излечения и нормального гармоничного управления событиями сразу, куда входит в том числе профилактика там, глобальных катастроф и так далее. Значит, я думаю, что вот здесь надо это особо учесть, вот в моем учении о духе рассмотреть именно этот принципиальный вопрос, что управление совершенно сопоставимое с тем уровнем, как это делает в действии Бог. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.